Здравствуйте, ребята! Хотел бы вам показать, как можно сделать такую функцию, как включение звука в HTML5 видео. То есть, возможно, вы видели видео, в котором я рассказываю, как убрать ошибку, вот такую вот. И теперь у меня человек спрашивает, как, собственно, включить звук, если он нужен. Но на самом деле у HTML5 есть много различных возможностей непосредственного управления видео через браузер. То есть, возможно, вы видели ютубчик, да, и в нем есть всякие там штучки переключения скорости, переключения просто видео листания. Ну, также сейчас и современные браузеры наши предоставляют достаточно много возможностей для управления видео. То есть это и перемотка, и пауза, и там выключение звука. То есть недавно совсем этого не было. И, собственно, реализовать вот такую вот штучку, как включение звука. Как видите, сейчас он выключен. При загрузке страницы нет никаких ошибок в консоли, о которых идет речь ранее здесь. И получается, пользователю как-то нужно дать понять, чтобы, собственно, включить звук. И я сделал вот такую вот кнопочку. И, собственно, на YouTube, если вы заходите через браузер телефонный, на YouTube переходите, допустим, да, и там есть такая тоже кнопочка с красивой иконочкой «Включить звук». И, собственно, я ее просто повторил. Здесь есть небольшой такой исходный кодик, чуть-чуть стилей, и для примера я выбрал вот такое вот видео. Значит, собственно, JavaScript код, он без использования jQuery, то есть чистый JS. Выглядит он вот таким образом. То есть мы сначала берем вот эту кнопочку, потом берем вот это видео, засовываем их в переменные, и по клику, ожидая клик по кнопке, мы убираем стандартное поведение кнопки. То есть, мало ли, просто так, на всякий случай я убрал его. Пишем пользователю, что звук включен, и через секунду удаляем эту ноду из дом-дерева вообще. То есть, смотрите, как все получается. Я перезагружаю страничку, как будто бы все заново получается у нас. Как видите, видео воспроизводится, в консоли нет никаких ошибок. И сейчас я нажимаю кнопочку «Включить звук», и он работает. В общем-то, в принципе, все. Единственное, что, значит, смотрите, получается, у меня здесь идет Position Relative. Как видите, здесь на кнопочке Position Absolute единственное, два этих пунктика учтите, что вот этот вот контейнер, в котором лежит само видео, он имеет два как бы дочерних элемента. Это видео и кнопка. И если вы будете повторять этот код, то обязательно помните, что кнопку нужно расположить как бы над видео, скорее всего, потому что, наверное, вы будете использовать этот код для телефонов, планшетов, то есть не ПК. И, соответственно, желательно, чтобы эту кнопку заметил человек, либо внизу ее где-то расположить без Position Absolute. Например, вот так, да? Либо же все-таки с Position Absolute, потому что я ее сделал удаляемой. Но опять же, вы можете, допустим, сделать чтобы звук включался и выключался. То есть я сделал только, чтобы он включался, потом эта кнопочка исчезает, через секундочку вы можете сделать, допустим, чтобы он включался. На этом все. Спасибо за внимание. Пока.